ребята, это Наташа. Помните, совсем недавно я говорила о глаголе «ехать». И я упомянула, что у этого глагола есть друг. Глагол «ездить». Эти два глагола очень похожи между собой. Иностранцам тяжело решить, когда какой глагол правильно говорить. Я хочу, чтобы вы сами при помощи примеров почувствовали разницу между глаголом «ехать» и глаголом «ездить». В предыдущем видео я дала вам кучу примеров с глаголом «ехать». Если вы еще не видели этого видео, то посмотрите прямо сейчас. Я оставлю ссылку внизу в описании, и она также должна появиться сейчас в правом углу. О, ведь я говорила! Ну а сегодня мы будем говорить о глаголе «ездить». Давайте проспрягаем глагол «ездить» в настоящем времени. Я езжу. Блин, вы сейчас думаете, ну как мне такое произнести? Что за «езжу»? Не надо пробовать говорить «езжу». Не надо так делать. Просто представьте, что вокруг сейчас в комнате здесь летает какой-то жук, и он говорит, и это звучит как езжу. Я езжу. Ты ездишь. Ты ездишь. Ты ездишь. Он, она, оно ездит. Он, она, оно ездит. Он, она, оно ездит. Мы ездим. Мы ездим. Мы ездим. Вы ездите. Вы ездите. Вы ездите. Они ездят. Они ездят. Они ездят. Запомните, идти и ходить пешком, а ехать и ездить на каком-то транспорте. Так что мы едем и ездим на машине, на автобусе, на велосипеде, на метро, на троллейбусе, верхом на лошади, ну и так далее. И еще на заметку. Редко, часто, иногда, обычно, постоянно, каждый час, каждый год, каждое утро, каждый вечер. Если в предложении есть одно из этих слов, то лучше говорить глагол «ездить», а не «ехать». Да? Лады? Вот мы и подошли к самой интересной части видео, к примерам. Если вы хотите, и если вы сейчас не находитесь в автобусе или в каком-то другом месте, где на вас могут косо посмотреть, то повторяйте сзади за мной. Будет прикольно. Я люблю ездить по ночному городу. Я люблю ездить по ночному городу. Я люблю ездить по ночному городу. Я езжу в школу на велосипеде. Я езжу в школу на велосипеде. Я езжу в школу на велосипеде. Мой друг редко ездит на работу на автобусе. Обычно он ездит на машине. Мой друг редко ездит на работу на автобусе. Обычно он ездит на машине. Мой друг редко ездит на работу на автобусе. Обычно он ездит на машине. Вы как ездите домой? Обычно на метро, иногда на такси. Вы
как ездите домой? Обычно на метро. Иногда на такси. Вы как ездите домой? Обычно на метро, иногда на такси. Один раз в неделю мы ездим в магазин за продуктами. Один раз в неделю мы ездим в магазин за продуктами. Один раз в неделю мы ездим в магазин за продуктами. Моя мама каждые выходные ездит в гости к своей подруге. Моя мама каждые выходные ездит в гости к своей подруге. Моя мама каждые выходные ездит в гости к своей подруге. Каждое лето мы ездим на море. Каждое лето мы ездим на море. Каждое лето мы ездим на море. Я хочу научиться ездить на мотоцикле. Я хочу научиться ездить на мотоцикле. Я хочу научиться ездить на мотоцикле. Со скольких лет можно ездить на машине? Со скольких лет можно ездить на машине? Со скольких лет можно ездить на машине? Можно ли ездить на мотоцикле без шлема? Можно ли ездить на мотоцикле без шлема? Можно ли ездить на мотоцикле без шлема? Ты ездишь в командировку один или с женой? Ты ездишь в командировку один или с женой? Ты ездишь в командировку один или с женой? Я люблю ездить верхом. А вы ездите верхом? Я люблю ездить верхом. А вы ездите верхом? Я люблю ездить верхом. А вы ездите верхом? Опасно ездить не пристегнутым. Опасно ездить не пристегнутым. Опасно ездить не пристегнутым. Он прекрасно ездит на машине. Он прекрасно ездит на машине. Он прекрасно ездит на машине. Дальнобойщики ездят на грузовиках. Дальнобойщики ездят на грузовиках. Дальнобойщики ездят на грузовиках. Я предпочитаю ездить на поезде. Я предпочитаю ездить на поезде. Я предпочитаю ездить на поезде. Этим летом мы будем учить нашего сына ездить на велосипеде. Этим
летом мы будем учить нашего сына ездить на велосипеде. Этим летом мы будем учить нашего сына ездить на велосипеде. По нашей улице день и ночь ездят машины. По нашей улице день и ночь ездят машины. По нашей улице день и ночь ездят машины. На какой машине ты ездишь? На какой машине ты ездишь? На какой машине ты ездишь? Мой муж ездит на синей машине, а я езжу на красной. Мой муж ездит на синей машине, а я езжу на красной. Мой муж ездит на синей машине, а я езжу на красной. Я боюсь с тобой ехать, потому что я знаю, что ты всегда быстро ездишь. Я боюсь с тобой ехать, потому что я знаю, что ты всегда быстро ездишь. Я боюсь с тобой ехать, потому что я знаю, что ты всегда быстро ездишь. Обычно он ездит на рыбалку один, но завтра он поедет вместе с другом. Обычно он ездит на рыбалку один, но завтра он поедет вместе с другом. Обычно он ездит на рыбалку один, но завтра он поедет вместе с другом. На каких автомобилях ездят Путин и Обама? На каких автомобилях ездят Путин и Обама? На каких автомобилях ездят Путин и Обама? Недовольные бабки сидят на лавочке около дома и кричат на всех. Ходят тут всякие, ездят тут всякие. Ходят тут всякие. Ездят тут всякие. Ходят тут всякие, ездят тут всякие. Я хочу немножко объяснить, почему я привела этот последний пример. Видите ли, в России и в других странах, которые находятся неподалеку от России, этот феномен довольно часто встречается. Если вы будете проходить около жилого многоэтажного дома, то вы можете увидеть старых женщин, которые сидят прямо на лавочке около подъезда. И не все, конечно, но есть такие старые женщины, которые просто недовольны своей жизнью, и они кричат на всех прохожих. Или ты вот там с улыбкой идешь, улыбаешься, скажешь этой бабушке: здравствуйте, как у вас дела? Она на вас накричит, потому что просто человек стал злым, потому что, наверное, у нее что-то не сложилось в жизни, вот, не хватает ей любви, и потому она смотрит на всех с недоверием. И кажется, что все хотят сделать что-то плохое. Я сама, кстати, жила некоторое время в многоэтажном
доме, и я жила на 2-м этаже, а на 1-м этаже жила такая злая бабка, которая с самого утра, как на работу, выходила на двор и ждала, пока кто-то пройдет мимо, чтобы на этих людей накричать. Если когда-нибудь вы тоже будете в России или в какой-то соседней стране, и на вас накричит вот такая пожилая женщина, злая, недовольная чем-то, недовольная своей жизнью, то не обижайтесь. Поймите, что этот человек уже несчастлив, так что просто пройдите мимо, проигнорируйте полностью. Бывало такое у меня, что я думала, вот, может, надо что-нибудь красивое сделать, может, поговорить красиво, остановиться и так далее. Иногда это получается, но это зависит тоже от настроения того человека, потому что вот иногда ты можешь сказать что-нибудь красивое, и все равно на тебя накричат. Так что, да. Жизнь тяжелая штука. Вот и все, ребята. Спасибо, что смотрели. Не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на канал. Делитесь этим видео со своими друзьями. Оставляйте комментарии внизу. И не скучайте. Мы с вами увидимся совсем скоро. В следующую пятницу. Люблю, целую, пока.